Давай я расскажу тебе о двух парнях. Первому из них 17 лет, и весит он 157 килограмм. Легко догадаться то, что он не очень сильно любит свою жизнь. И это вполне логично. У него есть все зависимости современного человека. Зависимость от интернета, от социальных сетей, от видеоигр, от порнографии. И в целом его жизнь почти полностью состоит из активностей, которые дают ему сиюминутное удовольствие и вознаграждение. И кто-то может сказать, что это рай, но именно такая жизнь привела его в эту точку. В точку, где его физическое здоровье уже почти не позволяет ему выходить на улицу, да и делать что угодно, что делают нормальные люди. Каждый день. Из-за этого его ментальное здоровье... Проще сказать, что он в глубокой затяжной депрессии. Что самое главное, он почти не верит в возможность изменения. И поэтому, несмотря на то, что ему всего лишь 17 лет, ему уже кажется, что жизнь подходит к концу. Второй парень довольно сильно отличается от первого, а правильнее сказать, что он является его полной противоположностью. Первое и главное отличие между ними в том, что второй любит себя и любит свою жизнь. И это тоже логично, ведь ему не все равно на себя. Он следит за собой, он здорово питается, он занимается спортом, он интересуется исследованиями в этой сфере. Он проводит время на улице, он улучшает отношения со своей семьей и своими близкими. Он ведет дневник благодарности, обычный дневник. Он медитирует и делает все, чтобы чувствовать себя хорошо, и из-за этого чувствует себя хорошо. Поэтому различия между ними очевидны, и их очень много. Но есть у них что-то общее. И это общее то, что обоих их зовут Филипп Котов. И самая большая разница между ними в том, что один из них делал правильные выборы в течение всего лишь 2 лет. Меня зовут Филипп. Это я до похудения. Это я после похудения. Я помогаю людям пройти свою трансформацию и улучшить свою жизнь во всех направлениях. Сегодня я расскажу о базовых и вводных советах, которые помогли мне сбросить 75 килограмм и которые помогут тебе достичь твоих фитнес-целей и пройти свой уникальный путь самосовершенствования. Номер 1. Силовые тренировки, а не кардио. Для начала нужно проговорить, зачем нам какие-либо тренировки, потому что технически для потери веса достаточно просто быть в дефиците калорий. И это действительно так. Но наша задача одна из, в том числе эстетическая, то есть выглядеть лучше. Поэтому наша задача терять не вес, наша задача терять жир. И проблема в том, что просто в дефиците калорий без активности наш организм довольно умная штука, и он будет избавляться в первую очередь не от драгоценных запасов, он будет избавляться от балласта, в нашем случае мышц, которые не особо используются, если мы просто сидим в дефиците калорий, и при этом жрут дополнительную энергию. Поэтому считаем вопрос закрытым, активность все же нужна для достижения хорошего результата при похудении. Теперь, почему я рекомендую силовые тренировки, а не кардио? Нюанс заключается в том, что мы хотим, помимо того, чтобы убрать жир, также оставить мышечную массу, а в идеале еще добавить, чтобы выглядеть еще подтянутее, добавить объема там, где мы хотим, и все остальное. Проблема в том, что кардиотренировки не решают задачи даже сохранения мышечной массы так эффективно, как силовые тренировки. И плюс, как показывают исследования, оно на экране, кардио даже не настолько эффективно для сжигания жира. В исследовании участвовало 2 группы, одна сжигала 1000 калорий в неделю, другая 2500 калорий в неделю за счет кардиотренировок. И в итоге, несмотря на то, что они как бы действительно сжигали 2500 калорий в неделю, и по идее должны потерять 330 грамм жира, в итоге они теряли от 60 до 160 грамм жира, что довольно странно. И на самом деле это не странно. Опять же, наш организм умная штука, и он умеет адаптироваться к сложным условиям. И просто в довольно сложных условиях для организма, в условиях повышенной нагрузки, он делает 2 вещи. Он заставляет нас подсознательно есть немного больше, и это набегает достаточно, чтобы скомпенсировать большую часть наших потерь. А во-вторых, он просто снижает наш расход. И здесь тоже довольно интересно. График на экране. Наш метаболизм, наш расход энергии состоит из 4 частей. Базовый метаболизм, ТЭФ, который мы сейчас не рассматриваем, упражнения и, как раз самое интересное для нас, NEAT. Что такое NEAT? Non-Exercise or Activity Thermogenesis. Я это выговорил. Или же, проще говоря, не тренировочный или активный теплообмен. Это все наши постукивания, вставания, наши движения мелкие, наша чистка зубов, ходьба с рюкзаком. Все действия, которые нельзя назвать упражнением и которые не являются целенаправленным сжиганием калорий. И просто наш организм довольно эффективно урезает калории в этом направлении, и поэтому мы не видим таких потерь веса.
И плюс с кардио это банально скучно. Поэтому, если вы хотите получать удовольствие от процесса и худеть довольно эффективно, худеть в состоянии красивого человека с хорошей фигурой и не утомлять себя многочасовыми сессиями кардио на каждой тренировке, ради которых вам еще и нужно приезжать в спортзал, моя главная рекомендация – силовые тренировки. Об эффективности силовых тренировок в следующих видео. Номер 2. Почему нельзя пить свои калории? Оглядываясь назад, я понимаю, что это именно то, с чего начинал я. Я убрал 4, иногда 5 литров сладкой жидкости каждый день и пару пачек Doritos, и это уже было достаточно, чтобы создать дефицит, поскольку это сразу отметает 1500-2000 калорий из рациона. И это на самом деле одна из главных ошибок, которую допускают вообще все люди с лишним весом, которых на секундочку 62,5% по последним данным от Росстата. Вы тоже это видите, вы просто не обращайте на это внимания. Посмотрите в любую мусорку, и вы найдете огромное количество бутылок от обычной Кока-Колы, от Фанты, Спрайта и всех вариаций соков, чего угодно. И таким образом, вы, не замечая этого, потребляете довольно большое количество пустых калорий, которые вас никак не насыщают, которые еще дают вам быстрые углеводы, сахар и делают вас только голоднее. Поэтому первое, что вы можете сделать, это убрать любые пустые сахарные калории из вашего рациона. Но кто-то скажет: я же умный, я буду пить соки и буду пить смузи, зачем мне газировка на диете или просто в моем здоровом питании? Между соками и газировкой нет никакой разницы в этом случае. В чем различие между фруктом и сникерсом в плане сахара? В том, что когда вы потребляете сникерс или любой сахарный продукт подобного рода, сахар из этого продукта моментально поступает в ваш кровоток. У вас скачок сахара, в ответ организм делает скачок инсулина, и в итоге ваш сахар падает ниже изначальной отметки, и вы становитесь только голоднее. Фрукты же отличаются тем, что сахар в них спрятан, запечатан в клетчатку. И чтобы его усвоить, чтобы его пустить в кровоток, сначала нужно над ним поработать. Поэтому у вас не настолько быстрый скачок сахара, скачок инсулина, и вы чувствуете себя нормально. Перемалывая фрукты, вы лишаете фрукта и их клетчатки. У вас просто поступает пюре, которое организм очень быстро обрабатывает и точно так же всасывает весь этот сахар. Поэтому в данном случае нет никакой разницы, потребляете вы сок или газировку или любой сахарный продукт. Для ЖКТ, печени и всего организма это будет одно и то же в плане сахара. Однако сразу стоит вопрос: а что мне тогда пить? Мне просто переходить на воду? Интереснее. Можно перейти на газированную воду, обычную воду, чаи, кофе, диетическая кола, вода с лимоном, вода с мятой, вы можете экспериментировать. Почему акцент на диетической коле? Это ваш спаситель во время любого желания съесть что-то, что вы не хотите, что вы не должны есть. Я всегда выпиваю стакан диетической колы и чувствую себя лучше. Плюс в диетической коле довольно высокое содержание кофеина, который доказано снижает аппетит. Поэтому я бы рекомендовал добавить диетическую колу в свой арсенал. Не перебарщивать, но опять же иметь это в своем арсенале инструментов. Номер 3. Почему стоит потреблять очень много белка? Я вешу чуть меньше 85 и потребляю 2,5-3 грамм белка на килограмм тела. Соответственно, это выходит в моем случае от 210 до 255 грамм белка. И именно белка, а не мяса. Контекст. В 100 граммах куриной грудки примерно 30 грамм белка. И можете спросить, зачем настолько много? Ведь рекомендуется, как правило, грамм. В случае с силовыми тренировками 1,5, зачем 2,5-3? И все довольно просто. Мы тратим примерно 30% калорийности от того белка, который мы потребляем, чтобы его усвоить. Поэтому на каждые 100 калорий потребленного белка мы потратим примерно 30 калорий на его усвоение. Ну и кажется, что это не так значительно. Но давайте посчитаем. Возьмем 2 людей. И первый и второй потребляют 3000 калорий. Предположим, он моих же параметров, только один ест рекомендованную норму белка, то есть 90 грамм, а второй ест 2,5-3 грамм белка. Для удобства возьмем 240 грамм белка каждый день. В итоге только на усвоение этого белка первый потратит уже 108 калорий, а второй потратит 288 калорий, что все еще не очень много. Но если мы умножим эти цифры на неделю, то тут уже все сильно интереснее. Первый человек сожжет 756 калорий, а второй все 2016. При том, что в килограмме человеческого жира содержится примерно 7000 калорий, мы получаем, что мы пассивно дополнительно сжигаем примерно 280 грамм жира. Фактически, как и в случае с кардио, эта цифра будет чуть меньше, но все же это дополнительный пассивный сожженный жир. Поэтому потребляем много белка. Номер 4. Почему тебе нужно уйти от установки дни подряд? О чем я говорю? Снова представим парня. Уже не одного из первых 2. Он решил то, что он хочет бросить Pornhub, он осознал свою проблему, понимает, что это приносит ему вред, и он захотел избавиться от этого в своей жизни и захотел вернуть себе контроль. И он решил: все, с завтрашнего дня я все меняю, я начинаю новую жизнь, все будет иначе. И действительно, у него получается. Он не заходит на Pornhub первый день, второй, может быть даже 3 или 4, но он все время задрачивает себя
Ладно, другое слово. Он все время накручивает себя. Он все время думает об этом. Он все время думает, я не должен заходить, я хочу, но я не должен. Он думает о том, как он это делал. Он начинает гиперанализировать. И логично, что в определенный момент он срывается. И в итоге, что мешает ему, поскольку он на нулевом дне, правда? Что мешает ему уйти в тотальный порно-марафон, еще больше укрепить свою привычку, еще больше разочароваться в себе и уменьшить свои шансы на успех следующей попытки? Тем же самым, скорее всего, занимаешься и ты. И это касается не только похудения, это касается любой вредной привычки. Ты просто придумываешь себе идеальный мир, в котором ты сделаешь все идеально с завтрашнего дня. Ты не думаешь о том, насколько это масштабные изменения, насколько нужно медленно менять свой образ жизни, менять свое мышление и все остальное. Ты срываешься в одном, и ты возвращаешься в точку ноль. И из-за этого тебя ничего не удержит от того, чтобы в контексте похудения обожраться и просто сорваться полностью. Поэтому твоя задача уйти полностью от этой ментальности и понять то, что любая вещь, бросание курения, похудение, бросание алкоголя и все подобные вещи – это медленный процесс. Тебя не стоит задача решить 100% за один день. Опять же, возможно, в моей аудитории появится Дэвид Гоггинс или там его дети, собратья, которые могут с первого дня 100% и до конца жизни делать все идеально. Я не думаю. Поэтому твоя задача относиться к этому так, то что если ты сделаешь какую-то вредную привычку за месяц не 30 раз, а 27, это снижение на 10%. И твой мозг скажет, это очень мало. Какая разница? Ты можешь начать с этого и просто каждый месяц немного-немного убирать до тех пор, пока твоя привычка не превратится в 5 раз в месяц. 3 раза в месяц. Да, это не 100%. Но это тот уровень, когда тебя это уже не будет беспокоить и приносить тебе достаточного вреда. Поэтому уходим от ментальности стриков и дней подряд, приходим к ментальности маленьких изменений, и изменения не сиюминутного, а изменения в целом подхода, образа мышления и твоих действий. И теперь главное, пункт номер 5. Почему тебе ничего из этого скорее всего не поможет? Ответь честно. Когда ты открывал это видео, ты скорее всего и так знал, что нужно делать, чтобы похудеть, правда? И даже если тебе не нужно худеть, у тебя нет лишнего веса, и ты просто игнорируешь свою YouTube-зависимость и смотришь весь контент подряд, ты знаешь, как бросить эту привычку. Ты знаешь, как бросить другие привычки. В случае похудения ты знаешь, что тебе нужно заняться спортом. Ты знаешь, что тебе нужно правильно питаться. Значит, дело не в этом. Да, тебе может помочь дополнительное образование, если ты узнаешь больше о науке похудения, питания, как работает наше тело, гормоны и все остальное. Но значит, корень проблемы не в этом. И перед тем, как я отвечу тебе, в чем действительно корень проблемы, не забудь подписаться. Ладно. Нет, не подписаться, это позже. Вопрос не в этом. Перед тем, как я отвечу, ты должен понять то, что твой мозг не приводит тебя к тому результату, который ты хочешь получить. Ты должен выключить свое эго, поскольку ты привык то, что твой мозг — это высшая сущность во вселенной, и она знает ответы на все вопросы, но она не знает, как привести тебя к нужному результату. Поэтому просто повтори за мной. Мой мозг не может справиться с поставленной задачей, не может помочь мне достичь результата, поэтому я должен послушать того, кто достиг нужного мне результата и знает, как бороться с вредными привычками, ожирением и всем остальным. Твоя главная проблема – это твоя голова, если обширно. А если более подробно, то твое ментальное здоровье. Потому что ты все время пытаешься бороться с какими-то симптомами того, что происходит у тебя в голове, конкретно с копинг-механизмами, которые проявляются в случае с ожирением в заедании стресса, в случае с другими вредными привычками, в курении, в алкоголе, в мастурбации, в порно, в интернет-зависимости, в чем угодно, и ты никогда не лечишь болезнь. И поэтому ты просто ходишь по кругу и не добиваешься своей цели. Но что делать с этим ментальным здоровьем? У меня нет денег на психолога. Я тоже не хожу к психологу. И да, возможно, я не могу решить все проблемы своего ментального здоровья таким образом, но это помогло мне пройти дорогу от глубочайшей депрессии, от затворничества до прекрасного мироощущения, мировоззрения и счастья. Поэтому единственное, все, что я перечислю, это бесплатно, и ты можешь делать у себя в комнате каждый день. Это медитации, это дневники благодарности, обычные дневники, это выход на улицу, это видеть периодически солнечный свет, который я не вижу, потому что снимаю в зашторенной комнате, дышать свежим воздухом, находиться в нормальном окружении, общаться со здоровыми людьми и все самые банальные вещи, которые ты сейчас не хочешь слышать, потому что твой мозг визжит тебе, то, что это все слишком просто, чтобы работать, что я говорил про мозг. И многие люди, которые либо просто с возрастом осознали многие вещи, либо тоже прошли свои огромные изменения и трансформации, скажут тебе то, что действительно все самые гениальные вещи в жизни банальны. Нет никаких секретов.
нет никаких лайфхаков. Ты просто, опять же, твой мозг сейчас просто не хочет работать. И он в целом эволюционно правильно делает, потому что мы всегда приспосабливались к тому, чтобы тратить меньше энергии, меньше усилий и просто в идеале лежать, существовать, выживать и размножаться. Но если ты хочешь жизни получше, придется что-то изменить в своей жизни. И мой ответ тебе, что помогло мне больше всего, это работа в первую очередь над своим ментальным здоровьем в связке с остальными вещами. Спортом, питанием, борьбой с привычками. И борьба с привычками, очевидно, я пытался худеть не первый раз в жизни. И пытался бросить порнографию и видеоигры, все остальное не первый раз в жизни. Но помогло мне это только тогда, когда я нашел правильные моральные ориентиры в виде ютубера Хамза Ахмед, в виде некоторых произведений, книг. Ладно, закончим на этом. И когда я начал работать над собой, над своей головой. Поэтому мой ответ тебе – работай над ментальным здоровьем. Если тебе понравилось это видео и ты хочешь еще больше информации о самосовершенствовании, моего опыта, моих советов, то вот где-то здесь лайк, где-то здесь подписка. Я не настолько хорош, чтобы после первого же видео иметь продукт на продажу, но если ты хочешь мое полное внимание, мою помощь, мои советы и все, что связано со здоровьем, питанием, самосовершенствованием, сном, всем, то внизу описание ВК, почта, там можно со мной связаться. Стремись к совершенству. Так, теперь видео закончилось. Я записал дублей 500. Я затрахался двигать это окошко, поэтому я не знаю, я, наверное, буду либо оставлять здесь, либо на ноутбуке. Это уже после окончания видео, просто в первое видео я засуну свои мысли о будущем, о том, что я вообще делаю. Скорее всего, если вы меня знаете вживую, то у вас вопрос. В какой-то момент я ебанулся и решил, что нужно записывать видео на YouTube или светить своим лицом. Очевидно, опыт мой довольно уникальный. И не самого похудения, а просто моего кардинального изменения, потому что я из просто сои, который не выходит из комнаты, который ничем вообще не занимается и реально готовится уже к смерти, в такого пока что полугигачада, а еще дайте мне года 2-3, может 4, и вообще гигачада. Ну, это довольно необычно. Я хотел поделиться своим опытом давно, но всегда работает эта херня, то, что нет, ты еще недостаточно похудел, ты недостаточно в спорте, ты недостаточно еще хорошо... И все вот это по кругу, что, кстати, делают все люди, которые и привычки бросают, и как раз с похудением они все время недостаточно готовы. Они недостаточно готовы, чтобы пойти в зал. Они недостаточно готовы, чтобы поменять свое питание вот по этим-то причинам. И я постоянно, как сосуночек, прям первоклассный, откладывал. У меня тут, если что, ноутбук, потому что у меня, я как говорил, 20 лет деменции, я не могу без подсказок, о чем я собирался говорить, вести ролик. Поэтому я бесконечно откладывал. Я не хочу это перезаписывать, это будет одним дублем снято. У меня кончается место на телефоне. Я бесконечно это откладывал, но я понимаю... А в один момент, просто это случилось, сегодня 4 число, примерно неделю назад, после очередной 3,5-часовой тренировки, после кардио, я вот задержался именно в этот день, и просто в раздевалке мне попался парень. Я на него смотрю и думаю, чувак, это же я буквально 3 года назад. То есть я смотрю, он прям по фигуре, один в один, как я тогда. Понятно, у меня хоть и многое очень изменилось в лучшую сторону, социализация моя не прокачалась до такой степени, чтобы я сразу начинал сходу с лёта разговор. Но в итоге себя пересилил, заговорил с ним, и действительно оказалось, что он весит буквально столько же, сколько я в начале, 157 килограмм. И мне просто пришло осознание, то, что мне повезло в свое время оказаться в правильном информационном окружении. Мне повезло то, что я удалил себя из токсичной своей среды. И в целом как-то звезды сложились так, то, что во мне загорелась искра, хотя, вернее, неправильно будет сказано, во мне и так горела искра, которая в определенный момент словила вот этот кусочек бумаги с бензином и смогла разгореться полностью. А сколько таких людей, которые не смогли в нужный момент измениться? И то есть, когда ты уже в таком возрасте, в таком весе, у тебя довольно темная дорожка, альтернативная. И поэтому я решил, что чем дольше я откладываю, чем дольше я затягиваю, тем больше людей просто не получат своевременный совет. И тем больше времени будет суммарно потеряно, тем меньше счастливых людей будет вокруг. Поэтому не знаю, насколько меня хватит, не знаю, насколько меня... хватит усидчивости просто сидеть, выкладывать это видео на 5 просмотров, на 1 комментарий от какого-нибудь бота с порносайта, но
Это, кстати, еще одна моя дорога, еще одно мое начало бороть свой страх разговора с камерой, с которой я сейчас разговариваю, страх публичных выступлений, страх социализации. Поэтому одни плюсы. Я еще больше себя развиваю в видеосъемке, поэтому двигаемся вперед, не думаем слишком много, потому что, как знают довольно немногие, даже при моем похудении, только первые 30 килограмм, которые я сбросил за 4 месяца, я был уверен, что все круто, я худею и так далее. Все оставшиеся 45, мне все время казалось, что я не худею. Я все время себя задрачивал, я себя все время накручивал, то, что что-то идет не так, нет эффективности, что-то не то. Поэтому... Но все равно я придерживался процесса. И поэтому я дошел уже до нынешней точки, и я дойду до точки, которая мне нужна, о которой я мечтаю. А я мечтаю о 10-12% жира на данный момент. Это моя фитнес-цель. Поэтому просто продолжаем записывать, буду продолжать делиться своим опытом, и надеюсь, что найдутся такие же люди, которые... Меня жизнь очень грубым способом, самые близкие люди это знают, научила то, что если человеку не нужна твоя помощь, не лезь. Но я надеюсь, я смогу подлезть к тому человеку, к тем людям, которые уже готовы, и которым просто нужна небольшая искра, нужна небольшая помощь, нужна небольшая поддержка, чтобы начать. Поэтому, как уже, получается, я вставил, эту ставку в видео, наверное, как я уже сказал, ебашьте, будьте совершенными, стремитесь к совершенству, И...